Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаем наш цикл передач «Беседы о бегемотописи». Сегодня мы с вами поговорим о картине «Две коровы» и попробуем понять, что имел в виду автор, создавая это полотно. Давайте, как мы это обычно делаем, сначала присмотримся к этой картине. Что мы видим перед собой? Две небольшие, совершенно одинаковые игрушечные коровы. Судя по нарочито несрезанным ярлычкам, они куплены в магазине Икея. Коровы мчатся по чистой белой поверхности холста и оставляют за собой прямой, четкий полосатый след. Итак, коровы. Что мы знаем о корове? В Древнем Египте самая известная корова – Нут. Прародительница богов, всего живого на земле и всех звезд на небе, чье тело есть космос. В Древнем Иране Заратуштра боролся за права коров, защищая и благословляя их, как священных животных. Особенно почитаются коровы в Индии. Через всю историю Индии, от древнейших ведических текстов до учения Ганди, мы видим уважение и даже священный трепет перед этими животными. В искусстве корова – символ материнства, женского начала мироздания. Но и в то же время корова – кормилица, символ щедрости, блага и богатства. Несрезанные ярлычки говорят о нетронутости, чистоте наших коров, о девственности. И можно смело утверждать, что здесь коровы символизируют не материнство, а именно священное благо. Кроме того, ярлычки, написанные почти на всех известных языках народов мира, сообщают нам об универсальности этих коров. Производители и продавцы из транснациональной шведской компании уверены, что их коровы будут приняты и поняты в самых разных культурах по всему свету. Так что же эти священные коровы-девственницы – символы интернационального блага? Чтобы понять это, попробуем приглядеться к коровьему следу. На что он похож? Почему корова оставляет такой ровный, почти механистический след? Глядя на эти прямые полоски, невольно вспоминается известная картина Эрика Булатова «Горизонт». Красная с золотыми полосками ковровая дорожка или орденская лента закрывает собой линию горизонта. Советская идеология заменяет в искусстве, заслоняет собой, замещает подлинную живую реальность, настоящую жизнь. Возможно, картина Булатова послужит ключом к тайне двух коров. Если рассматривать коровий след как продолжение советского горизонта Эрика Булатова, то этот след вполне логично превращается в новый ковровый горизонт, заслоняющий реальность в культуре современной России. Изменился основной цвет полосы с красного на коричневый. Коричневый – цвет приземленности, плодородия, цвет, стремящийся к стабильности. Желтые полоски стали черными. Черный цвет солидности и опыта, например, черный пояс в дзюдо – знак наивысшего мастерства. Во всем мире государственные чиновники передвигаются только на автомобилях черного цвета. Появилась очень важная розовая полоса. Розовый – цвет чувственности, материнской груди, цвет богини Венеры. Розовый цвет гламура, того неуловимого, искрящегося состояния полноты и пресыщенности счастьем, ради достижения которого только и стоит зарабатывать и тратить деньги. Интересно, что именно вымя коров оставляет эту розовую полосу. Изменился и угол наклона нового горизонта в русском искусстве. Советский горизонт в искусстве широк и расстилается параллельно земле, стараясь завесить с собой за границу. Новый капиталистический горизонт русской культуры поуже прежнего, но заваливается вверх примерно под 40 градусов и находится в постоянном нервном движении. Но почему же тут изображены две коровы? И почему оставляют они два следа, два горизонта? Дело в том, что в России сейчас два искусства. Современное, ориентированное на Запад, и традиционное, продолжающее советские традиции в новых условиях. И оба искусства в равной степени настойчиво стремятся прочертить для нас, зрителей, новую линию горизонта.
Итак, получается, что картина «Две коровы» со всей присущей бегемотописи остротой демонстрирует нам положение дел в современной русской культуре. Но если отказаться от социальной остроты и местного контекста, то что мы видим тогда? Две девушки, уверенные и ровно идущие по жизни, ценящие респектабельность и стабильность, судя по коричневому и черному цвету, и очень нежные внутри, судя по розовому. Девушки, устремленные куда-то вверх, идущие рядом и получающие дополнительную мотивацию в соревновании друг с другом за первенство на пути к успеху. Две коровы, картина о девичьей дружбе, украшенной легкой конкуренцией. Вот так мы с вами получили два совершенно разных ответа на наш вопрос. Что хотел сказать автор этой картины «Две коровы». На наш взгляд, это вполне логично, ведь коров на этой картине тоже две. Бегемотопись нередко оставляет любознательному зрителю простор для интерпретации. Спасибо вам за внимание. В следующий раз мы поговорим о картине «Черная не пустота». До новых встреч!